Всем привет, друзья! Меня зовут Сенчуков Александр, я дизайнер интерьера. Выпуск, где я подробно рассказываю, о чем жалеют заказчики после ремонта, вызвал огромный резонанс. И в комментариях зрители стали писать о своей боли, стали делиться опытом своего ремонта. И я решил записать новый выпуск, где подробно разберу эти ситуации. Досмотрите видео до конца, и я поделюсь одним очень важным и действительно работающим секретом, как избежать усталости и разочарования в ремонте. Итак, еще 20 вещей, о которых жалеют после ремонта. Погнали! Похоронили место под ванной. Этот промах касается, конечно же, в основном маленьких квартир с маленькими ваннами. Конечно же, фартук из керамической плитки смотрится в разы эстетичнее, чем, знаете, вот этот экран такой полосатый, пластмассовый, с такими дизайнерскими вмятинками, но он полностью отрезает пространство под ванной. У меня есть воспоминание из детства, очень яркое. Когда мылся в ванной, я брал просто все мамины шампуни, переливал их понемножку в одну банку и составлял эликсир вечной жизни. Я эту банку, перемешивал, прятал под ванной и настаивал ее там несколько недель. Когда вот этот эликсир был готов, я им мылся. Возможно, поэтому я так хорошо выгляжу в 39 лет. А возможно, потому что я тогда еще плохо читал и помылся средством от блох для нашей собаки. Но если серьезно, то если у вас маленькая ванная комната, то пространство под ванной можно прекрасно использовать. Для многих отдельно стоящая ванна — это такой же предмет мечтаний, как для кого-то барная стойка. Я опять же не знаю, откуда это пошло. Конечно же, она смотрится очень стильно, красиво, эффектно, но она смотрится эффектно, когда у вас ванна 50 метров или когда она стоит рядом с панорамным окном, и можно со всех сторон к ней подойти. А если у вас небольшая ванная комната, и вы зажали вот эту отдельно стоящую ванну где-то в уголке, то вам будет очень сложно за нее залезать. Вот как раз нам одна девушка написала, что поставила дома отдельно стоящую ванну, и каждый раз она видит то, что за ней там скопилась грязь или какая-то пыль, и она просто физически не может туда залезть. Вот она каждый раз это видит и каждый раз грустит. Пожалуйста, избавьте себя от этого. Есть очень хорошее решение, когда отдельно стоящая ванна наполовину прилипает к стене. Она такая полуотдельно стоящая. Вы просто силиконите шов, и у вас ничего никогда туда не будет заваливаться. Это просто супер решение, а внешне смоется практически так же, как отдельно стоящая ванна. Поэтому, если ванная комната маленькая, то 10 раз подумайте об отдельно стоящей ванне, грустно стоящей в углу. Дизайн во время беременности. В комментариях одна девушка написала, что очень сильно пожалела о решениях, принятых во время беременности. В моей практике было несколько беременных заказчиц, и со мной также делились своим опытом коллеги о своих заказчиках, и у всех на самом деле проходит все по-разному. Но есть одна объединяющая всех черта: в процессе работы с беременной заказчицей в конце мы получаем какой-то очень эмоциональный, яркий, очень часто даже кричащий, вот такой, знаете, на грани проект, и спустя год я реально был свидетелем таких событий. Заказчики очень жалели об этих решениях. Наверное, самый такой яркий пример. У меня была заказчица, очень прекрасная девушка, и она говорила: знаете, Александр, вот я серьезно не знаю, понравится мне завтра эта картинка или нет. Вот сейчас она мне окей нравится, но я вот все понимаю, и я не знаю, что будет завтра. Вот она полностью отдавала себе отчет, что у нее постоянно меняется эмоциональное состояние. Был еще случай, заказчица позвонила и сказала: я сейчас иду в кабинет УЗИ и скажу, какой цвет мы будем указывать в дизайн-проекте для мальчика или для девочки. По опыту могу сказать, чтобы избежать ошибок, чтобы через год не пожалеть о проделанной работе, потраченном бюджете, проще всего в дизайн-проекте придерживаться классического стиля. Здесь будет сложнее всего совершить ошибку. Классика – это классика. А дизайнерам надо просто понять, что гормоны во время беременности очень сильно влияют на эмоциональное состояние заказчицы, и с этим просто ничего не поделать. Нужно просто принимать это во внимание и делать проект очень аккуратно. Никто не будет ждать 9 месяцев, чтобы начать дизайн-проект. Проект нужно делать сейчас. Красивый, но неудобный диван. Это касается на самом деле любого интерьерного предмета, с которым вы будете взаимодействовать. Дизайнеры очень часто в погоне за чем-то таким креативным, интересным, ярким забывают про эргономику. Поэтому, если вам нравится какой-то предмет и у вас нет возможности на нем посидеть, то постарайтесь найти хотя бы какой-то похожий аналог. Походите с рулеткой, посмотрите на его параметры и обязательно потрогайте предмет, повзаимодействуйте с ним. Посидите на похожем диване.
Потому что если вы купите дизайнерский красивый предмет, то потом будете, как наш подписчик, жалеть о том, что вы погнали за дизайном и забыли про эргономику. По мне, так удобный, но некрасивый диван – это гораздо проще. Есть заказчики, которые говорят: я с этим диваном уже живу 5 лет, он настолько удобный, я просто растворяюсь в нем. Но внешне он, конечно, смотрится уже очень сильно уставшим. В таком случае гораздо легче его перетянуть, и он в новой краске будет радовать вас в вашем новом интерьере, чем купить какой-то модный новый и потом на нем мучиться. Не учли рост хозяина квартиры. Нам пишут: у меня маленький рост и мне неудобно пользоваться моей высокой кухней. На самом деле это проблема не только низкорослых людей, это проблема также и высоких людей. Как сказал один мой заказчик, у которого рост был 2 метра: Александр, вы не представляете, сколько в Петербурге мест, где можно удариться головой. Конечно же, в дизайне интерьера есть нормы и стандарты размеров. Я думаю, все дизайнеры знают книжку Нойферта. Там прямо расписаны вот все размеры. Там, с какого размера должен быть обеденный стол, на каких расстояниях от него должны стоять стулья. Но если вы берете тупо эти размеры и не привязываете их к конкретному человеку, у которого может быть высокий или низкий рост, то интерьер теряет свою индивидуальность. И хозяину будет просто неудобно там жить. Интерьер должен соответствовать своему хозяину, как обувь или одежда. Также обязательно подумайте о функции. Если вы не будете пользоваться верхними ящиками высокой кухни, то от них можно отказаться. У нас был проект, где высота потолка составляла 3 или даже 3,2 метра, а заказчица была очень маленького роста. И ее супруг сказал, что мы никогда не будем лазить вот на эти верхние антресоли, мы не будем ставить здесь какую-то лестницу или там высоченную табуретку, это будет просто неудобно. Поэтому мы сделали кухню высотой всего лишь 2 метра, то есть осталось еще высоченное пространство над ней, которое мы зашили гипсокартоном. И во время стройки смотрелось очень смешно, потому что была такая маленькая ниша, и в масштабе это смотрелось, как будто это какая-то кухня для гномиков. Но когда это все уже выстроилось, когда уже появилась мебель, то получилось очень красиво, и мы не стали вбивать бюджет в то пространство, которым все равно потом бы никто не пользовался. Есть один большой минус кастомизации интерьера под конкретный рост. Все нестандартное всегда стоит дороже. Но в дизайне интерьера дизайнерский ремонт, он почти всегда связан с чем-то нестандартным. Но в любом случае взвешивайте все за и против. Бюджет и кастомизацию. Сейчас, да и на самом деле все время, что я практикую дизайн, уже больше 15 лет, заказчики просят объединять гостиную и кухню. Скорее, когда мы их не объединяем, это вот исключение. Потому что объединенное пространство, оно более эффектное, более объемное, в нем гораздо приятнее проводить время. Но в комментариях несколько подписчиков написали, что очень жалеют об этом объединении, что лишний раз стараются не готовить на кухне, чтобы в гостиной не было неприятного запаха. Я считаю, что здесь все очень индивидуально. Я, например, живу в студии, у меня кухня объединена с гостиной. Есть даже 2 выпуска, есть отдельный выпуск про кухню в моей квартире. Посмотрите по ссылочке. Так вот, я очень люблю готовить. Я постоянно жарю какое-то мясо, стейки, я запекаю овощи в духовке. И пара, тут запах очень много, но при этом вещи не пахнут едой, то есть моя вытяжка вполне себе справляется. Я думаю, что все очень индивидуально, насколько вы переносите запах, насколько он вам мешает жить. Есть еще один важный момент: если у вас на кухне газ, газовые комфорки, то между кухней и гостиной должна быть обязательно трансформирующаяся перегородка. Это просто строительные нормы, связанные с безопасностью, но чаще всего ими пренебрегают, и эта перегородка есть только в дизайн-проекте. Еще я почти всегда предлагаю отказаться от двери, которая ведет из коридора на кухню, потому что эта дверь почти всегда будет оставаться открытой. Но заказчики говорят, что мы очень боимся, что будет пахнуть, что нам нужна эта дверь, чтобы закрываться, но потом, когда я прихожу к ним в гости, у них всегда эта дверь открыта. Вот просто поверьте мне по опыту. Вообще, мне всегда нравится момент, знаете, когда вы находитесь на стройке, приезжаете туда, там пахнет вот строительной пылью, строительными материалами, а потом, спустя какое-то время, ты приезжаешь в гости к заказчикам, и там совсем другой запах. Это такой запах, знаете, такой домашней жизни, домашнего уюта, и очень часто он все-таки связан с каким-то приготовлением пищи. Если, конечно, это не какая-то, знаете, жареная тухлая селедка. Такое тоже может быть. Я даже знаю заказчиков, которые отказывались в принципе от вытяжки на кухне, потому что говорили, что я не буду активно готовить, и в принципе обычный вентилятор будет совсем справляться. Реально были такие случаи. Поэтому, объединяя кухню с гостиной, 10 раз подумайте, насколько активно вы готовите, на какую еду вы готовите, сколько будет этого пара, сколько будет запаха, и примите для себя решение. Не влезла стиральная машина. Вот это вообще классика. Стиральная машина не пролезла в ванну. Я очень много слышал о таких случаях. Стиральная машина, большая стиральная машина габаритом 60 на 60. Такой кубик 60 на 60 сантиметров. А проем, точнее полотно двери
в ванную комнату тоже очень часто 60 сантиметров. И заказчики думают, раз полотно 60, стиралка 60, все пролезет. Нет. Полотно 60 закрывается еще ушами наличников. И вот эти уши помешают вам протащить вашу стиральную машину. Она просто не пролезет. Вам придется отдирать эти наличники, разламывать проем, все переделывать. Просто это будет одни разочарования. Поэтому, если у вас большая стиральная машина, к ней еще очень часто идет большая сушильная машина, обязательно подумайте над этим моментом. Такое же может случиться и с ванной. Но ее хотя бы можно повернуть боком, открутить ножки, и она кое-как пролезет боком в дверь. Еще есть крупногабаритные кровати, которые не собираются из модулей или дивана, а которые уже целиком приезжают вам из Италии, не знаю, с производства. И чаще всего такие кровати запихивают через окно. А представьте, если у вас там какой-нибудь высокий, там, не знаю, 15-20 этаж, что же вы будете делать? Например, наши подрядчики по натуральному камню всегда приезжают на объект заранее, всегда промеряют маршрут, по которому они потащат этот большой слэб камня, обязательно замеряют лифт, смоют черновую лестницу и все, что связано с логистикой. Поэтому, если вы приобретаете на свою будущую квартиру что-то большое, нестандартное, поэтому думайте о логистике, это супер важно, чтобы в самый последний момент, когда вы уже устали от ремонта, когда уже хочется скорее въехать, и вот в этот момент у вас начнутся проблемы, когда что-то не пролезет в вашу комнату. Это будет супер неприятно. Барная стойка бесит. Мода есть мода. Я помню период, когда все хотели барные стойки. Вот я не знаю почему, кто навязал эту моду. Какая-то вот навязанная реальная вещь. Откуда вообще это пошло? Из фильмов про ковбоев, что ли? Я не знаю. И сейчас, в эпоху практичности, функциональности, полубарные острова или просто продолжение кухни высотой столешницу кухни оказались гораздо практичней. Когда вы сидите на невысоком полубарном стуле, вам не надо залезать на этот высоченный стул, сидеть там как кукушонок на ветке. Это оказалось гораздо удобнее. Поэтому барные стойки, я не знаю, кто сейчас их вообще заказывает, кому они нужны. В предыдущем ролике я рассказывал, что если вы хотите что-то нестандартное, большое и стационарное, что потом будет очень сложно передвинуть, 10 раз подумайте, насколько вам это нужно и будете ли вы реально этим пользоваться. Жизнь в интерьере очень привязана к функционалу. На самом деле интерьер равно функционал для меня. Я считаю, что это гораздо важнее любых эстетических составляющих. Поэтому если вы каждый день будете пользоваться этой вещью, каждый день она будет вам доставлять неудобства, то ваша жизнь превратится просто в сплошной ужас. Поэтому обязательно подумайте о вещах, которые напрямую связаны с функционалом. Будь то кухня, санузел или та же кровать. Соу-лифт и другая сомнительная инженерия. Один из зрителей пишет, что очень пожалел об установке соу-лифта. На самом деле довольно часто происходит случай, когда заказчики просят установить остров посреди кухни или санузел перенести куда-нибудь в самый дальний конец квартиры, докуда просто невозможно будет дотянуть фановую трубу. И получается, что единственный вариант слить оттуда воду – это соу-лифт, канализационный насос. И я всегда отговариваю заказчиков, говорю, что в случае, если у вас пропадет электричество, на самом деле по закону управляющая компания может на одни сутки легко, без каких-либо нарушений отключать электричество в доме. У них может быть какая-то профилактика или что-то еще. И вот эти сутки минимум у вас не будет работать фекальный насос. И вот оно вам надо, скажите, пожалуйста. И вообще самый простой способ отказаться от соу-лифта, вот вспомните, когда вы пошли в туалет в самолете и спустили воду, вот вы помните этот прекрасный звук? Вот такой звук у вас будет дома. Есть еще одно удобное инженерное устройство – датчик от протечек. На стояках горячей и холодной воды у вас устанавливаются автоматические запорные клапаны, и от них идут датчики под устройства, связанные с водой, под унитаз, под ванну, под раковину, под стиральную машину, куда угодно. И если на них попадает капелька воды, то поступает сигнал, и кран воды перекрывается. Это супер удобно, это может сберечь вам очень много денег. У меня были случаи, когда заказчики затапливали, там, не знаю, 10 этажей вниз, и это был просто катастрофа. Мне несколько заказчиков пожаловались, что купили на AliExpress датчик. Он такой, знаете, Bluetooth отдельный, то есть у него нет никаких проводов, и ты просто кидаешь его под ванну, и в случае, если происходит протечка, он по Bluetooth передает сигнал, и кран перекрывается. Так вот, у кого-то это работало, а один человек написал, что этот датчик жутко стал глючить и перекрывать постоянно воду, то есть просто чуть-чуть поднялась влажность воздуха, ты принял душ. И датчик это обнаруживает и перекрывает воду. И с ним ничего не сделать. Единственный способ его отключить был запихнуть его в коробку с рисом, чтобы рис впитал в себя всю влагу. Поэтому будьте очень аккуратны с всякими вот этими ноу-хау с AliExpress. Фекальный насос тот же.
Я считаю, что вода из ванны или из унитаза должна своим ходом течь в фановую трубу. Вот что ни случись, она должна сама туда убежать. И вот эти все навороты и изобретения могут очень сильно не упростить вам жизнь, а наоборот ее усложнить. Темная глянцевая плитка на полу. Наверное, это та проблема, о которой написано большинство комментариев. Я постоянно в своих видео рассказываю, что черная глянцевая плитка самая маркая, но получается, что до сих пор люди делают эту ошибку и постоянно наступают на эти грабли. Просто запомните, чем темнее глянцевая поверхность, тем сильнее на ней видна грязь, пыль и царапины. С матовыми поверхностями, конечно, проще, но все очень сильно зависит от материала. Не сделали теплый пол под плиткой. Продолжая тему напольной керамической плитки. Если у вас есть места, где на полу лежит плитка, и вы там будете ходить, особенно это касается утепленных балконов, то обязательно предусмотрите там теплый пол. Керамическая плитка – это холодный материал, не зря его так часто используют в южных странах. Она там вообще везде, на стенах, на полу, везде. А в зоне балкона плита еще будет промерзать с торца, и вы постоянно будете получать холодный пол. Это супер некомфортно. Делайте теплый пол под плиткой всегда. Это стоит недорого, и теплые полы сейчас маломощные и поедают очень мало электричества. Они никак не изменят толщину напольного покрытия, потому что будет в слое клея. Но если вы решите сэкономить и не будете использовать теплый пол, то очень большая вероятность, что в тот момент, когда вы ощутите вот этот холод от плитки своими ногами, то будет уже поздно что-то менять. Мастер-выключатель. Почему-то о мастере-выключателе вспоминают в самый последний момент, когда ремонт уже закончен. Вещь, конечно, полезная, но если задуматься, для выключания бытовых приборов большой нужды нет. Вы же никогда не будете выключать холодильник, он просто тупо разморозится. Или ваша другая бытовая техника перегрузится, и вам заново придется ее настраивать. А световые приборы сейчас очень маломощные, сейчас почти все на диодных лентах, и они потребляют очень мало энергии. Если даже вы забыли выключить одну лампочку, то большой счет за ваше отсутствие вам не придет. Совсем другое дело, уезжая, перекрыть горячую холодную воду. Тут хватит и пару часов отсутствия, чтобы произошло что-то очень страшное. Но если ремонт уже закончен, а мастера-выключателя нет, то, наверное, есть один лайфхак, который вам поможет. Если, конечно, у вас не один автомат в электрощите, то просто подпишите ваши автоматы и, уезжая, просто вырубите все, кроме холодильника и другой бытовой техники, которую вырубать не надо. Каждый раз, конечно же, вы не будете этим пользоваться, но если вы уезжаете на неделю или даже на месяц, то этот лайфхак вам очень поможет. И, возвращаясь, вы не увидите под холодильником огромную лужу воды. Мало розеток. Я занимаюсь дизайном интерьера уже больше 15 лет, но об этой проблеме мне стало известно, мне кажется, с первого месяца работы. Я не понимаю, почему в школе об этом не рассказывают детям. Мало розеток. С каждым годом электроприборов меньше не становится. Мне кажется, наоборот, их все больше и больше. Тогда почему каждый раз заказчики говорят, что вы нарисовали нам слишком много розеток, давайте уберем эту. В масштабах стройки добавление 2, 3, 10, 20 даже лишних розеток никак не изменит ваш бюджет, никак не изменит объем работ. Но когда вы начнете жить в своей квартире, то каждый раз вы будете проклинать то решение и понимать, что здесь, здесь и здесь вам не хватило всего лишь одной розетки. Чаще всего это обосновано тем, что заказчики считают, что розетка это что-то такое некрасивое, знаете, как унитаз. Вот почему-то все считают, что унитаз это нечто такое страшное и постыдное. И розетки, они только портят стены. Я еще понимаю, когда черный глянцевый квадрат телевизора портит стену, потому что в телевизоре, нет ничего красивого, это просто черный квадрат. Есть, конечно, красивые рамочки для телевизоров, но вот сам телевизор, сама эта плоскость, это некрасиво. Но унитаз-то вам чем сдался? Что плохого в розетках? Есть очень дорогие, красивые, эстетичные дизайнерские розетки. Почему не сделать их как можно больше? Пожалуйста, не совершайте этой старой как мир ошибки. Делайте как можно больше розеток. Не зафиксировали разводку электрики. Часто в процессе жизни возникает желание прикрутить какую-то полочку, повесить часы или что-то другое на стену. А ремонт был 3 или 5 лет назад, и уже никто не помнит, как там разводилась электрика. И хорошо, если у вас был грамотный электрик, ваш электрик, например, который правильно, вертикально разводил штробы, а не электрика-застройщика, потому что там вообще концов не найдешь, как там, что делали эти штробы. Я своими глазами видел косые штробы от застройщика вот в этой квартире, когда переделывал стены. Это больше похоже на произведение современного искусства, когда
ремонтник делает не прямую вертикальную штрабу, а когда он, знаете, вот так просто очень такой, вкладывая всю свою душу, делает такую, знаете, очень эксцентричную штробу, вот такую наискосок, вот, чтобы потом вообще никто не понимал, чем он руководствовался. Есть очень простой и очень функциональный лайфхак, который спасет вам кучу нервов. Когда у вас разведены штробы, когда их видно, нанесите просто карандашом на стене размера там, от этого угла до штробы 50 сантиметров. Возьмите фотоаппарат и сфотографируйте. И у вас будет карта всех штроб в вашей будущей квартире. Потому что когда ремонт будет закончен, когда будет сделана малярка, вы не найдете уже концов. Конечно, говорят, что можно магнитиками что-то там проверить, но вот эти фотографии будут вашей путеводной просто картой. По этой карте вы легко найдете провода и никогда не попадете в них саморезом. Это же касается и закладных в гипсокартоновых стенах. Закладные из фанеры. Обязательно их сфотографируйте. Сфотографируйте стойки на ваших стенах, потому что вот недавно вот мне сейчас ванну делают в квартире, и плиточник попросил прислать ему фотографию, где видно, как у меня идут стойки, чтобы случайно в них не попасть. Это супер практичное решение, оно очень хорошо помогает в ремонте и последующей жизни в квартире. Не сделали ночной свет. Подписчики жалуются на отсутствие ночного освещения. Я постоянно об этом говорю, это просто ужасно зайти в ванну ночью, включить свет и ослепнуть от яркого света. Чтобы этого не происходило, есть навигационный свет и есть ночной свет. Ночной свет – это источники света, спрятанные за карнизом, в какой-то нише, которые не дают прямого попадания в глаза, и такой мягкий, рассеянный, приятный свет. А навигационный свет – это лампочки, которые чаще всего встроены в стену или в плинтус, которые светят в пол и также не бьют вам в глаза. И вот с помощью них очень удобно передвигаться в темноте. Современное диодное освещение, оно очень яркое, и с ним есть большая проблема, очень тяжело заранее предусмотреть его яркость. То есть у меня был случай, когда мы приходили в гости к заказчикам, они врубали свет, и мы просто все слепли от этого света. Хотя лампочки вроде небольшие. И для этого есть очень простой и работающий лайфхак. Если у вас много диодного света, он весь на одну кнопку, то обязательно добавьте туда диммер. Диммер спасет вам кучу нервов. Если вы не хотите каждый раз его настраивать, то настройте его один раз и оставьте просто потом выключатель. И у вас будет комфортный свет, который просто очень сложно заранее просчитать. У меня на стройке несколько раз были такие случаи, когда вот заказчик отказывался от диммера просто принципиально. И потом, когда он начинал жить в квартире, приходилось приезжать с электриком, что-то там колдовать, припаивать какие-то там понижающие истории, что-то придумывать какой-то диммер, чтобы решить эту проблему, которая решалась вот так на стадии проектирования. Не договорились, кто принимает решение. Этот пункт, конечно же, больше не о результате дизайн-проекта, а именно о работе над ним. Заказчики обязательно должны выбрать, кто из них, если это пара или больше людей, которые будут жить дальше в квартире, которые будут принимать итоговые решения по дизайн-проекту. Потому что реально были случаи, когда приходили заказчики, приходил один заказчик, мы ему полгода делали проект, а потом он говорил: у меня тут жена подключилась, и надо полностью все переделывать. А потом он говорил: у меня еще дети посмотрели, нужно детские переделывать. И вот это наслаивалось друг на друга и шло бесконечно. Это просто контрпродуктивно, и по итогу получался не тот проект, который хотел заказчик, а вот какое-то непонятное болото, не похожее вообще ни на что. Еще бывают случаи, это, наверное, больше из боли дизайнеров, когда дизайнерам приходится мирить заказчиков. То есть они начинают при тебе ругаться, там, говорить: нет, моя идея правильная, Саша, пожалуйста, поддержи мою идею, или там втихаря тебе там позвонит и скажет: мы сейчас с супругой придем, ты должен поддержать мою идею. Все, я тебе подмигну, моя идея правильная. Вот дизайнер не должен этим заниматься, супруги сами должны решить, кто за что отвечает. На самом деле, это тоже хорошее решение, когда у меня были такие случаи, когда говорили, например, я там супруга отвечаю за внешний вид, а мой супруг отвечает за функционал, там, за инженерию и за все остальное. Вот это просто идеально, потому что все такие технические решения будет решать супруг, а все, что связано с цветом стен и формой дивана, за это отвечает супруга. Вот это просто идеальное решение, и интерьер получится, мне кажется, идеальным. И главное, помните, что интерьер вы делаете себе, а не вашим родственникам или коллегам на показ или друзьям, и жить в нем потом вам. Поэтому прислушивайтесь в первую очередь к себе. А если в нем будет жить несколько членов семьи, то примите на семейном совете решение, кто главный и отвечает за решение в дизайн-проекте. Незаконченный ремонт. Многие пишут, что очень пожалели о том, что въехали в незаконченный ремонт. На самом деле часто это вынужденная мера. У меня был случай, когда
заказчики жили в съемной квартире, прямо в том же комплексе, что и их большая квартира. Но строители очень сильно затянули сроки. А заказчики уже сказали, что все, нам обещали, что ремонт закончен, мы съезжаем, и арендодатель нашел уже других клиентов. Им просто необходимо было съехать, их просто выгоняли. И вот заказчику с супругой, с 3 детьми пришлось переехать в квартиру, где нет дверей, где не закончен ремонт, где потом постоянно появлялись строители, какие-то доделки шли. И это было просто ужасно, но вот другого выхода просто не было. К счастью, строителям удалось буквально за несколько недель все закончить, потому что в противном случае это могло затянуться на годы, и это был просто ужас. А бывает так, что хозяева переезжают в недоделанный ремонт и просто свыкаются с недоделками и остаются жить с ними навсегда. Это, знаете, очень похоже на временную мебель, которую вы покупаете на первое время, а потом выкидываете ее через 10 лет. Я думаю, что тут, конечно же, очень сложно что-то советовать. Жизнь в съемной квартире, конечно же, стоит денег, и нужно поскорее переехать в свой ремонт. Но главный совет, наверное, когда вы переехали, не успокаивайтесь и постарайтесь как можно скорее закончить ваш ремонт и доделать все мелочи. И есть еще одна проблема. К концу стройки стройка может идти полгода, год, очень сильно затянуться, у вас просто нет моральных сил, и вам просто хочется скорее переехать и забыть вообще про все это дело, и какие-то вещи, что недоделаны, и бог с ними. Так вот, надо обязательно найти в себе моральные силы и добить все эти моменты, иначе они останутся с вами, скорее всего, до следующего ремонта в следующей квартире. У нас был такой случай в загородном доме, когда криво сделали гипсокартоновый короб для вытяжки, и переделки, они стоили больших денег, они были по времени очень трудозатратные, и заказчик очень долго думал, переделывать или нет, а в итоге все-таки решился и переделал, и потом он говорил, что я с радостью вспоминаю, что решился, потому что сейчас бы меня этот короб постоянно бесил, и переделать уже сейчас было бы просто невозможно, поэтому обязательно найдите в себе силы и добейте ваш ремонт. Доверились строителям. Мне было тяжелее всего читать комментарии о том, как новоселы доверились своим строителям, платили им вовремя, не проверяли и в итоге получили тотальное разочарование. В этих сообщениях прямо чувствовалась боль. Там реально полотна, такие огромные письма, где все подробно расписано, и это прямо больно читать. Я сам каждый раз поражаюсь, нарываясь на таких подрядчиков. Здесь очень сложно дать совет. Я заметил, что строители, которые хорошо, просто великолепно себя проявившие с одними заказчиками, потом валятся с другими. Просто земля и небо. Мне очень сложно объяснить, почему так происходит. Но есть совет, в котором я точно уверен. Если строители бьют себя пяткой в грудь и говорят, да мы 100 раз сделали такой ремонт, да мы вообще асы ремонта, мы делаем эти теневые плинтуса с закрытыми глазами, мы километры этих плинтусов сделали, обязательно посмотрите хотя бы фотографии их работы, а еще лучше съездите на объект, который они ведут, и посмотрите на их работу вживую. Я столкнулся с такой проблемой на своей квартире, мне сказали, что 100 раз сделали такие плинтуса, это вообще полная ерунда, и мы тебе за копейки сделаем за 5 дней, и в итоге это кончилось потерянным колоссальным временем, финансовыми затратами. И к чести моих строителей, они вернули мне все деньги, и я нашел других подрядчиков, которые сделали все нормально. Но чаще всего это будут потерянные деньги. Как говорится, доверяй, но проверяй и обязательно смотри портфолио. На стройке цена ошибки очень велика. Дизайнеры и строители в одном лице. Один из подписчиков порекомендовал на дизайн и ремонт брать одну компанию, чтобы все вопросы решались через одного человека. Я не очень согласен с этим, попробую объяснить почему. Если честно, я не знаю ни одной строительной компании, которая при этом хорошо бы занималась дизайном. Я не знаю почему. Хотя, казалось бы, стройка и дизайн – это вроде одно, но насколько это разные миры. Я просто работал в подобной компании лет, наверное, 14 назад, и я просто вспоминаю прораба, который все время мне предлагал после работы попить пивка. Меня всегда поражают строители, которые дают дизайнерские советы. Сейчас, конечно же, время, когда дизайном считается набор из теневых примыканий, скудной цветовой гаммы, 3 цвета, и по центру еще влепить какую-нибудь реплику итальянского дивана, вот вам дизайн. Да, для такого дизайна профильное образование и насмотренность, наверное, особо и не нужны. Хватит знания трехмерных программ, но все-таки это что-то вроде квартир под сдачу или какого-то эконома. Для серьезных проектов, я считаю, обязательно должно быть профессиональное видение, профессиональная насмотренность. И это все тренируется во время высшего
профильного дизайнерского образования. Я сам в свое время работал в строительной компании в отделе дизайна, и дизайнеры все равно всегда были особняком. И потом самые яркие ушли и открыли свои дизайн-студии. Довольно далекие от стройки, от разговоров о фракциях, от расчета смет и вот жесткого строительного юмора. Вот от этого всего-всего, что так напрямую связано со стройкой. Конечно же, когда объект крупный, то здесь идеально подходит схема работы с генподрядчиком, когда заказчик общается только с одним человеком, который завязывает на себя всех подрядчиков, в которые входят и дизайнеры, и строители, вентиляционщики и все остальные подрядчики. Но все равно я считаю, что дизайнеры и строители должны быть отдельными единицами и не учить друг друга, чем кому заниматься. Как ни о чем не жалеть после ремонта? Подводя итог, хочу дать один хороший совет. Вот эти все разочарования стройкой, разочарования ремонтом можно объяснить одной очень простой фразой. Разочарование – это несбывшиеся ожидания. Самые сложные заказчики, которые у меня были, это те, кто говорит, что это мой последний интерьер, или там это интерьер, в котором я не хочу делать ремонт 20 лет. Я хочу здесь продумать все настолько, что вот вообще ни о чем не жалеть. Во-первых, при желании можно исправить все, что угодно. И поэтому я всегда рекомендую приходить на стройку в процессе, потому что многие решения могут приходить вам в процессе. И вот исправить что-то во время ремонта гораздо проще, гораздо дешевле, пока он еще идет. Когда он закончен, то затраты очень сильно вырастают. Но, в принципе, это тоже не проблема. Во-вторых, мы не стоим на месте. Количество жильцов в квартире может меняться, наши жизненные интересы могут меняться. Поэтому при каждом таком изменении квартира тоже будет меняться, и если вы будете жалеть о том, что что-то не предусмотрели заранее, вы каждый раз будете разочаровываться. И в-третьих, если ошибку исправить уже невозможно или финансово просто неподъемно, то не отравляйте себе жизнь, не надо жалеть о ней. Это будет хороший повод не совершить ее в следующем интерьере. Если вы еще не посмотрели первый ролик, о чем жалеют после ремонта, то обязательно переходите по ссылочке. Если вам есть что еще добавить, то обязательно пишите в комментариях, мы опять же все это посмотрим, может быть, снимем еще один выпуск. Подписывайтесь на все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И не забудьте поддержать видео лайком и подписаться на наш канал. До скорых встреч, пока-пока!